давай внесем ясность еще раз. Я не просил матча с Денисом. Почему проиграл Денис Цыпленков на шоу East vs West? Мнение чемпионки Кубка Урала и ее тренера. О прошедшем поединке Ларат и Денис, на мой взгляд, Денис Иванович, наверное, еще не довосстановился. Я считаю, что Денис Цыпленков, да, недостаточно в последнее время боролся, набарывался. Ему нужно было перед Ларатом с кем-либо еще поспарринговать хотя бы. Увидим ли мы Дениса снова за столом? Вроде как он обещал на турнире АМС выступить. Легко ли разберется Девон Ларат с Георгием Цветковым? Твой верх это либо шутка, либо просто твое вранье. Я дожму тебя даже без кисти прямо к подушке. Действительно ли методика подготовки Ларата рабочая? Нужно уметь чем-то жертвовать, чтобы оказаться в другом положении. Люди очень любят забирать. Любят забирать даже то, что им не нужно. В чем секрет побед над молодыми спортсменами старика Хатчингса? Кто она? Новая чемпионка Кубка Урала. И смогли ли Зинатуллины пополнить свою коллекцию медалью из Екатеринбурга? Все это в нашем новом выпуске. Усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Итак, мы начинаем. Спонсор выпуска – компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, в Екатеринбург нужно ездить на поезде. От Москвы по времени это занимает примерно чуть больше суток. Путь, конечно, не близкий, но зато шикарный вид из окна на северную природу вам обеспечен. Постояльцы дорогих отелей об этом могут лишь мечтать. Да и экономия на билетах существенная, что немаловажно, особенно в нашей ситуации. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам выехать на эти соревнования. Без вас, мои дорогие зрители, наша поездка бы не состоялась. На Кубке Урала собрались одни из лучших спортсменов со всех регионов нашей страны. Тут было на что посмотреть. Вот за что я люблю наш вид спорта, это за то, что как бы бескомпромиссно не проходили поединки, спортсмены всегда уважают друг друга. И после схватки не испытывают к сопернику ни малейшей агрессии. В зале мне бросилась в глаза спортсменка из сборной Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Как потом выяснилось, ее звали Анна Смирнова. Я сомневался в том, что эта девушка с модельной внешностью сможет показать хоть какой-нибудь достойный результат. Но как я сильно ошибался, вы даже не представляете. Эта хрупкая на вид девушка уверенно побеждала одну соперницу за другой и в итоге заняла первое место. Вот как оценивает свой результат Аня и ее тренер Николай Мальцев. Я Смирнова Анна, команда ХМАУ Югра, тренер Мальцев Николай Германович. Сейчас я заняла на Кубке Урала первое место, результатом довольна. Тренируюсь уже около 6 лет. Призовые места были и на России на первенстве, и на УРФО, чемпионка округа недавняя. По поводу Ани, тренируется уже 6-й год, и на России по первенству была в тройке. Получается, 5,5 лет шла к выполнению этого норматива. Пока отметить конкретно было некого из тех, кто приехал, просто были тоже более подготовленные ребята, но которые по разным причинам не смогли приехать на Кубок Урала. Кого легче тренировать? Тех, кто хочет тренироваться, независимо от пола. Хотя сегодня наш рассказ о Кубке Урала, мы не могли не затронуть тему прошедшего шоу East vs West и предстоящего турнира AMC, который пройдет уже совсем скоро, 23 декабря. Я считаю, что Денис Цыпленков, да, недостаточно в последнее время боролся, набарывался. Ему нужно было перед Ларатом с кем-либо еще поспарринговать хотя бы. Болела за Дениса Цыпленкова, так как слежу за данным спортсменом в социальных сетях, на Ютубе и у различных блогеров. Жду новое выступление. Вроде как он обещал на турнире АМС выступить, но это еще не точно.
Будем ждать, надеяться. Ну, на мой взгляд, как бы на мой скромный взгляд, конечно, Денис Иванович, наверное, еще не довосстановился. Ему бы еще, конечно, с кем-то было до Ларата поработать, потому что, ну, побороться еще хотя бы в одном поединке, потому что Ларат, ну, сейчас в очень хорошей форме, там, не знаю, благодаря стволовым клеткам. В целом, как бы, ну, сейчас Ларат был более готов физически, там ни в какой ни в технике дело. Ну, Денису нужно еще немного времени. На мой взгляд, Денису нужно было разработать запасной вариант плана, на тот случай, если что-то пойдет не так, а именно помимо тренировки обороны, тренировать атаку. Тогда бы по ходу поединка он бы мог перестроить технику своей борьбы. А Денис, это мое личное мнение, как мне кажется, до конца надеялся на то, что Девон устанет. Но лично я верю в Дениса и уверен, что он еще возьмет реванш у Ларата. А как считаете вы, друзья? Напишите в комментариях. Цветков, Ларат, кто фаворит поединка? Если Ларат выставит такую же форму, ну, абсолютно точно Ларат. Абсолютно точно Ларат будет. Методика подготовки Ларата, ему это подходит, но он анатомически скорее монстр, он очень нестандартный, поэтому не факт, что это подойдет всем. Опять же, ну, он это выкладывает, а то, как он тренируется конкретно, регулярно, и все самое основное, он этого не выкладывает, чтобы это не увидели его противники. Мне кажется, сила Тодда Хатчинса, так же, как и у любого армрестлера, который всю жизнь занимается и не бросает, всегда в строю. Просто человек дисциплинирован, он продолжает тренировки, несмотря ни на что. Проигрывал, начал выигрывать и не останавливался. Ну, это феномен как Джона Брезенко, так и Хатчинса, Тима Бреснана. Как бы, ну, они большие молодцы, звезды до сих пор в таком возрасте. Ну, уважение им, конечно. А насчет АМС буду следить за Залоевым и за Шевеленко, так как я считаю, что они в последнее время очень хорошо развиваются как спортсмены, хорошо выступают в своих категориях. Очень нравится как люди. Ну, обязательно буду на турнире МС за вообще, конечно, ну, за Виталием Лалитиным, за Аланом Залоевым. Ну, как бы много еще интересных спортсменов. Ну, за этими двумя точно буду. Ну а лично я буду следить за Артемом Тайновым, ведь пояс East vs West он уже везет к себе в Крым. И у него есть шанс первому в истории стать обладателем сразу двух поясов самых престижных турниров в мире армрестлинга. Наряду со здоровыми спортсменами на Кубке Урала выступали и спортсмены-инвалиды. Эти люди с большой буквы, люди, которые, несмотря на свои трудности, добиваются высоких результатов в спорте, показывая пример здоровым. Вы не представляете себе, насколько тяжело бывает человеку с инвалидностью, даже в чисто бытовых вещах. Я знаю это по себе. Для меня, например, просто чтобы одеться, это уже серьезная проблема. Но приезжая на такие турниры, ты чувствуешь свою значимость и поддержку людей, которые тебя понимают. Ты не сидишь дома, ты ведешь мир. Поэтому, помогая нам проводить турниры среди инвалидов или спонсируя поездки на турнир, вы делаете нашу жизнь немного краше. За что вам, друзья, низкий поклон. И прежде чем я перейду к главным героиням сегодняшнего выпуска, я вновь обращусь к вам с просьбой помочь нам с супругой выехать на международный турнир «Золотой заяц», который пройдет в Москве с 9 по 11 декабря. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, гостиницы и питания, можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Ну а мы переходим к главным героиням сегодняшнего выпуска. Ими становятся Надежда Вненковская и Елена Зинатуллина, участвующие в категории 65 кг по пара-армрестлингу. Категория для них была очень непростая, и в финал девушки вышли уже изрядно подзабившись, но это не помешало им выдать, на мой взгляд, самый красивый поединок турнира.
10 минут спортсменки испытывали друг друга на прочность, и в этот раз Надежда одержала победу и заняла первое место. Елена стала второй, что тоже достойно уважения. Поединок получился сложным. Я посчитала, что в общей сложности он длился 10 минут точно, может быть, даже больше. Однозначно поединок привлек внимание зрительного зала, и слышно было поддержку болельщиков. Был сложным по выносливости, и было мало времени для отдыха между поединками, но удалось собраться и подобрать нужную технику и тактику ведения поединка по зрелищности. Думаю, это был среди спортсменов спода однозначно самый зрелищный поединок. Думала, что будет не так, как получилось, но удалось подобрать нужную технику, потому что в прошлом году на Кубке России на правой руке проиграла. В этот раз получилось выиграть. В любом случае рада результату и поздравляю Лену с хорошим поединком. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем. Ставьте лайк, если понравился сюжет, и поделитесь этим роликом у себя на страничке в социальных сетях и в группах. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, режиссер и оператор Зинятуллин Руслан.